Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня в канун Нового года у меня для вас сюрпризы новогодние. Первый сюрприз – это новое платье, вечернее платье за 5 минут. Оно настолько простое, что реально мы его с вами соберем за 5 минут. Платье не разрезное, его не нужно строить, его не нужно даже кроить. Единственное, что я с этим платьем сделала, это с тканью предварительно обрезала кромку. Вот, кстати, это платье в двух цветах и в разной длине. Платье макси в пол и платье до колена. Платье мы с вами увидим, разберем. Я вам покажу схему, и вы увидите меня в нем, и мы его соберем на манекене. Также, кстати, в канун прошлого Нового года у меня тоже было одно неразрезное новогоднее платье, и вы с ним можете познакомиться по ссылочке. Ну, а еще один сюрприз, самый основной сюрприз и для вас, и для меня – это интернет-магазин тканей Зана. Это реально для меня открытие в уходящем году. Это вау-магазин, который заслуживает вашего внимания. Это то место, где я приобретаю в последнее время ткани и фурнитуру. Мне повезло, так как территориально интернет-магазин Зана находится в Харькове. Они мои земляки. И в связи с этим любой мой заказ уже через несколько часов находится у меня. А, конечно же, и вам повезло, так как Зана достаточно быстро доставляет заказы повсеместно. Поэтому все очень классно, круто, быстро и замечательно. Ну и, конечно же, выбор. Можно Зану назвать гипермаркетом по швейным принадлежностям. Здесь можно найти швейное оборудование, здесь прекрасный ассортимент тканей, всесезонных, различных. Ну, можно сказать, полки ломятся. Очень много всевозможной фурнитуры, качественной, интересной, оригинальной. Реально, с моим большим опытом многолетним, я каждый раз удивляюсь этому ассортименту потрясающему. Раньше, перед приобретением ткани, я должна была ее пощупать, почувствовать. То сейчас я полностью доверилась Зане, так как то, что я вижу на фото, оно абсолютно совпадает с оригиналом. Все данные, как найти Зану в интернете, я оставила в описании под моим видео. Кстати, самым существенным фактором являются демократичные цены. Можно сказать, они ниже рыночных. И это очень приятно. У Заны есть большая группа в Вайбере, есть группа в Инстаграме, и все это также в описании. И в этих группах ведется активное обсуждение и тканей, и интернет-магазина. Девочки выставляют изделия из этих тканей. Ну, очень много познавательного и интересного. Группы активные, живые. Я после посещения этого сайта наполняюсь идеями, вдохновляюсь. К примеру, последняя моя идея вот этого новогоднего платья. Утром она мне, можно сказать, приснилась. Я увидела платье из льющегося трикотажа с люрексом, такой шик и блеск новогодний. И вот буквально утром мечты, и зашла в интернет-магазин Зана, и через 2 часа ткань была у меня. Я навыбирала трикотаж разный. Также мне в моем платье необходимы были булавочки.
эти булавочки я также подобрала. Вот фурнитура прекрасная в магазине ткани. Все очень качественное, настолько милая, силиконовая вот здесь головка, куда входит игла. Игла в булавочке тоненькая, можно, вы видите, насколько легко она входит в трикотаж, не повреждая при этом ткань. Вот я уже показала, как я на ткани задрапировала участок подобной булавочкой. Ну, все изысканное, красивое, вдохновляющая на творчество. Ну и ткань настолько качественная, нежная, с люрексом, причем люрекс, вы видите, правильный, он ввязан, то есть это не напыление, он не осыпается, он изящно, аккуратно в этой ткани присутствует, мягенький, не колючий. Край обрезной, и он не пускает стрелки, он не закручивается, то есть очень классная ткань. Причем я как раз в своей идее и планирую вообще не обрабатывать края. Поэтому ткань просто превзошла все мои ожидания. Выбор был большой, вот именно праздничных новогодних тканей с люрексом. Вот вы видите те две ткани, которые будут использованы для моего платья. Также я заказала еще трикотажи. Ну вот в частности вы видите ткань трикотаж двухнитка с люрексом. Очень приятная ткань, настолько мягкая с изнанки. Здесь вообще люрекс не выходит на эту сторону, и под эту ткань нет необходимости ставить подкладку. Ее используют для различных изделий, спортивных костюмов, кардиганов, бомберов, и из нее можно делать платья. И, конечно же, ссылочка конкретно на эти ткани, которые мы сегодня с вами рассматриваем, будет также в описании в моем видео. Вот мы просмотрели с вами такую чудесную серебристую ткань. Она очень модная сейчас и актуальная. Предлагается встречать Новый год вот как раз в таком цвете. Это очень модный цвет. Ну, далее велюр. Стрейч-велюр с напылением, все искрится, ткань очень красивая, также праздничная, тепленькая, и опять же напыление очень качественное, то есть здесь это все не осыпается, не стирается, качество прекрасное. Ну и на завершение, вишенкой на торте, очень мне понравилось уже с мыслью о лете вот такие две ткани. Это однотонный белый суперсофт и цветной прекрасный оригинальный принт авокадо. Просто ткань невозможно было не купить, потому что она отбирает глаза, очень эффектная, оригинальная, необычная, космическая. И в завершении всего в отделе фурнитуры мне попалась вот такая интересная аппликация, нашивка, которую я планирую использовать на однотонном софте и сделать костюм из этих двух тканей. Сделать вот такой компаньон к принтованной ткани. Все это на перспективу. В ближайшем будущем мы это с вами все увидим. Много идей, много творчества после посещения этого шикарного интернет-магазина Зана. Имея такие эксклюзивные оригинальные ткани и с моими креативными идеями, у нас впереди с вами очень много всего будет креативного, интересного и оригинального. Вам скучать не придется. Ну а сейчас мы приступаем к моему новогоднему платью за 5 минут до Нового года. Мы с вами все успеем. Я начинаю со схемы.
Это платье длинное в пол, макси. Для платья необходимо 1,50 м при ширине 1,50 м. Если вы хотите платье до колена, то, соответственно, у вас длина платья будет 1,10 м на 1,5 метра ширина. Здесь на схеме видны размеры. Верхняя часть — это зона горловины. И вот 6, 6 и 6 сантиметров — это наши плечи, плечевой шов. И они по 6 сантиметров. Вот вы видите спинка, а вот перед. Один боковой шов. Ткань сгибается и зашивается сбоку до проймы. Пройма с одной стороны, а с другой стороны пройма вот в этой части. Плечи и горловина по переду шире, здесь провис образовывается, а по спинке по длине горловины вот от плеча до плеча. Каким образом я это все буду собирать? Вот я наметила на ткани эти все размеры, отступив от края 10 сантиметров. 10 сантиметров мне необходимо для того, чтобы это был цельнокроенный подворот по спинке и по переду по горловинке. Я отрез ткани сгибаю пополам, и у меня вот соединилось два бока, две части, две кромки. Ну, кромку я предварительно обрезала. Вот я срезала мою кромку. Это единственное, что я делала ножницами. Так, теперь здесь намечено, вот вы видите, это плечо вот с одной стороны и с другой на ткани. Вот пройма, низ проймы, отсюда и до конца мы зашиваем. Это укороченный вариант до колена платья. От плеча до нашего бока, до низа проймы размер 20-28 сантиметров в зависимости от эластичности трикотажа. Ну, в частности, у меня 20 сантиметров, потому что этот трикотаж, он растяжим подолевой, и когда на примерочке я его одела, все это подрастянулось, и соответственно для этого трикотажа 20 сантиметров. Ну а вы уже будете смотреть под себя, где вам делать пройму, выше, ниже. То есть более плотные трикотажи, пройма, чтобы вам не поджимала, может опуститься ниже. Здесь оставлено 10 сантиметров для подворота. Для подворота вот нашего провисика, нашего хомуточка по переду. Это спинка и наши плечи. Вот я наметила, ниточку проложила, и расстояние между плечами вот абсолютно по прямой со сгибом 24 сантиметра. А это перед. Вот плечи и расстояние 46 сантиметров для провиса, цельный такой углубленный провисик по декольте. Далее у меня плечики зашиваются и провис по пройме асимметричный с одной стороны. Сейчас я сострочу на машинке боковой единственный шов и эти участки плечевые швы. И мы с вами пойдем на манекен. А на манекене останется сделать драпировочку. Драпировка у нас показана вот в этой части на схеме. Привязка драпировки, вот вы видите, от бока 50 сантиметров и от верха также 50 сантиметров от перегиба. Схема простая, я приступаю, и уже в процессе вы окончательно во всем разберетесь. Сейчас сшиваются плечи.
6-сантиметровые отрезки. Вы видите, как спокойно машинка идет по этому трикотажу. Нигде ничего не стягивается, не пропускается. Бытовая машинка прекрасно строчит этот чудесный трикотаж. Я им очень довольна. Так, мы сшили одно плечо. Вот можно даже засекать время. Оно сразу от края, 2 слоя соединяются. Так, теперь следующее плечо я соединяю между собой намеченные отрезочки. Вы также должны будете на ткани по моей схеме все наметить и собрать. За счет того, что это люрекс, она соединяется и не смещается, не ползет относительно друг друга. Вот мне даже нет необходимости скалывать. Ну и небольшие участки, поэтому все аккуратно сшивается. Так. Платье для тех, кто еще не определился, в чем будет встречать Новый год. Для тех, кто не любит особо заморачиваться с нарядами, кто любит быстро, просто, но красиво. Сейчас я соединяю боковой шов. Учитывая, что это трикотаж, необходимо этот шов делать под растяжку. Нежный нюдовый цвет, цвет пудры и еще более нежный люрик, золотистый песочек. Так, все мы сострочили. Далее я выворачиваю то, что мы собрали. И мне необходимо будет наш подворот 10-сантиметровый по переду и по спинке зафиксировать вот по пройме. То есть это все необходимо будет или же подвернуть распашивалкой, или же дать строчку и оставить резанный край, учитывая, что ткань не сыпется, не дает стрелки. И с другой стороны вот наша горловинка. Здесь у нас образуется сгиб. Это наша пройма вторая, асимметричная. И подворот здесь также необходимо будет зафиксировать, чтобы он, это как раз часть находится под мышкой, чтобы он не выворачивался и аккуратно выкладывался и аккуратно лежал. Вы все это увидите в готовом виде на мне, так как я уже это платье шила за 5 минут с утра. Сейчас я вам все продемонстрирую. Мое платье готово. Вот оно на мне. Платье асимметричное. Вот справа у меня расширение объема. И это объем, это расширение мне дало возможность сделать на боку драпировку. В наш объем вошла вся ширина ткани, 1,5 метра. Драпировка, вы видите, здесь заколота булавочкой такой красивой, декоративной. Может быть любая другая. Также можно и без булавочки. Вот срезанная кромочка, шнурочки. Здесь может появиться такой очаровательный бантик. То есть это все можно собрать на ниточку и сверху пришить шнурочки. То есть все без проблем, без усложнений. Наша драпировка, она может быть и выше, и плотнее, то есть в зависимости от особенностей вашей фигуры и ваших пожеланий. То есть если вам хочется подчеркнуть талию, вы можете нашу драпировку приподнять чуть выше. Ну, в данном случае мне не хочется сильно подчеркивать особенности фигуры. Хочется, чтобы платье, элегантность не спадала. Вот вы видите такой красивый струящийся силуэт. Сделала длину макси в синем цвете.
а в нюдовом цвете длина до колена. Ну, также длина может варьироваться, может быть это и туника. Я говорила, что подворот по переду 10-сантиметровый необходимо вот по пройме зафиксировать. Вот здесь как раз вдоль проймы у меня проложена строчка и прикреплен подворот. Ну, опять же, вы можете это все обработать, подвернуть распашивалкой или дать строчку. Ну, я не захотела. Как бы в общем блеске и качество ткани позволяет вообще крайне обрабатывать. Вот обработана горловина, предусмотрена 10 сантиметров, и этого достаточно. Все нежно, аккуратно и закончено получилось. Это платье, можно сказать, оверсайз, то есть на любую фигуру. Вы видите, что сам себе модельер захотел выше, захотел как угодно, это все заколол, приталил или сделал свободно. Вот я сейчас смотрю на себя, на драпировку, и у меня возникло желание ее немножко поднять выше. Видите, я раскрыла всю ткань свободно. И смотрите, как я это делаю. Вот мне почему-то захотелось мою драпировочку поднять немножко выше. Вот я нашла этот весь объем, начало его и конец. И вставляю булавочку. И пошли. Пошли это все последовательно закалывать. Ну и вставляем наш фиксатор. Ну вот, моя драпировочка приподнялась чуть выше. Вот, то есть с драпировкой вы можете сами поиграться. Ну или же, если нет пряжки, можно стянуть на ниточку и сделать, допустим, кулисочку, шнурочки. Ну, в данном случае это платье также легко собирается и также легко разбирается. То есть вы отпраздновали праздник и взяли из платья, сделали гольфик или же что-либо другое, распустив при этом боковой шов и 2 маленьких отрезка плечей. Сейчас я вам быстро покажу на манекене наше нюдовое платье. Ну, понятно, что узкий участок по горловине — это наша спинка. Вот я набрасываю. Укороченный вариант до колена, хотя длина может быть различной. Вот вы видите сейчас без драпировки, также платье в таком виде возможно. Вот асимметрия интересная такая вот, снеспадающая. Опять же, здесь у нас будет возможно драпировочка, а также можно это платье прекрасно будет смотреться с поясом. Ну, к примеру, вот такой пояс. Модный сейчас вариант цепей. Вот прекрасно вписался в наше платье. Все время, которое на это платье необходимо, это вот эти вот 2 шва на плечах и шов сбоку. Все остальное, ну, вы видите, элементарно. Трикотаж прекрасный, не мнущийся, его даже и выглаживать не пришлось. Настолько я довольна окончательным вариантом. Оверсайз на любую фигуру. Тут вы уже под себя единственное можете сделать чуть ниже пройму или выше, но я это платье вообще на себе не ощущаю. Опять же,
это все заслуга трикотажа. Вот все балансы, все, вот он держится на плечах, нигде ничего не зажимает, не напрягает. Сейчас вы увидите это платье на мне вместе с болеро. Поменялись платьями не глядя. Я в коротеньком, можно сказать, туника. Если укоротить, это будет смотреться блузоном. Ну и платье может быть без драпировки, без пояса. Вот такое в свободном полете. Если, допустим, вам необходимо, чтобы оно было посвободнее по вашей фигуре. Или же мы можем здесь сделать эффект запаха и булавочкой прикрепить. Ну, или же мне больше нравится драпировочка, вот такая регулярная, густая, и прекрасная брошечка. Также этот наш объем позволяет сделать вот такой вот запах. Эффект запаха с брошкой. Вот сейчас я закалываю. То есть возможны различные варианты. И третий сюрприз, бонус, это болеро. Болеро, которое у меня получилось с остатка с нашей длины, с 1,5 метра. Вот я отрезала полметра. Отрез этот согнула по ширине ткани и застрочила с двух сторон участки наши рукавчики. Это случай, если необходимо нам прикрыть ручки, локоточки или просто слегка что-то набросить себе на плечи. Вот такой дополнительный бонус к нашему чудесному платью. Настолько все льющееся, красивое, элегантное, стильное. Вариант с болеро. Длинный вариант в разном цвете, мини, макси. Все для вас. Поэтому давайте, мы должны быть неотразимы. И даже если до Нового года осталось 5 минут, мы всегда будем выглядеть на высоте. Ставим пальчик вверх, подписываемся на мой канал и до скорых встреч в новом году. Пока-пока!